Два слоника, две простые техники. Сворачиваю газету в очень плотный комок. Из гофрокартона делаю основу для ног. Для основы хобота и хвоста послужит толстая проволока. Из кусочка фольги формируем голову. Всю основу покрываю не толстым слоем папье-маше. Там, где голова, слой папье-маше потолще. Теперь необходимо все как следует разгладить. Из алюминиевой проволоки делаю уши. Оклеиваю кусочками скотча. Теперь тонкая бумага. Желательно сделать два слоя. А вместо бумаги возьмите чайные пакетики. Когда полностью высохнет, ушку можно придать желаемую форму. Слегка смачиваю для лучшего сцепления материалов и наношу тонкий слой массы для лепки. На ступни ног чуть больше массы для устойчивости. У меня самодельные печати. Акриловую краску развожу водой. Окрашиваю методом смывки. Краска должна остаться в углублениях.
Для этого слоника берем бутылочку от йогурта или из-под таблеток. Точно так же буду использовать проволоку для хобота и хвоста. Оборачиваю фольгой хобот. Покрываю не толстым слоем массы папье-маше. И формирую голову. Ноги делаю очень просто, из папье-маше. Правда, сохнет будет довольно долго. Точно так же покрываю тонким слоем самозатвердевающей массы для лепки. В этих работах я использовала массу для лепки двух марок. Масса DAS более эластична, из нее приятно лепить, а масса Йови идеально подходит для силиконовых молдов, очень легко вынимается. Очень мокрой кистью заливаю краску во все углубления. Покрываю акриловым лаком. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.